Оставить след в истории каменного века. Домик для хоббитов из Краснодарского края. Как холодильник его использовали. Как же будет жить эта деревня дальше? Все будет хорошо после этого. Здравствуйте, дорогие мои снобы. Меня зовут Виктор, и я рад вас приветствовать на моем канале Аомори для снобов. Я напомню, что волею судеб мы оказались в японской префектуре Аомори, и я вам буду рассказывать об интересных местах, которые имеются в этом городе, в этой префектуре, и не только. И сегодня мы оказались в замечательном археологическом месте Саннай-Маруяма, в котором восстановлено поселение каменного века периода Дёмон. Это в Японии так он назывался, Дёмон. И вот сейчас мы пройдем внутрь, а потом опять выйдем наружу, во внутренний большой дворик, и посмотрим, какие здания здесь строили еще 3000 лет назад. При входе вы можете примерить одежду по моде тех времен, вот, и сфотографироваться вот, с рыбкой, с горшочками, все бесплатно. Видите, как здорово, да? Ну, я надевать-то не буду. Смотрите, какая симпатичная, да, какая хорошая. А, это для детишек. Для детишек, а для взрослых, ну, для взрослых без узоров. Для взрослых просто такой холст. На входе в музей мы сейчас были в место, которое называется Дёмон театр. Дёмон — это период, а театр — это театр. Там просто показывают кино об этом месте и в других местах этого же периода. Но, как и во многих достопримечательностях Аомори, кино на японском, субтитры тоже на японском, на английском нет ничего. И это очень жаль, потому что иностранцы-то не все понимают английский. И это вообще проблема для Аомори. Мало где что дублируется хотя бы на английский язык. Несколько раз в день здесь проводится экскурсия, только на японском, правда, но если вы сильны в японском, то, конечно, тоже стоит взять экскурсию, потому что с экскурсоводом, с хорошим, всегда интересней. Ну, так как я вам все объясню, поэтому вам, в принципе, экскурсовод не нужен после того, как вы посмотрите мое видео. Итак, мы вышли на главное поле. Видите, тут достаточно просторное место, где все это поселение было. Его обнаружили в 1991 году, когда рыли землю под очередной стадион для бейсбола, но потом обнаружили какие-то захоронения, какие-то археологические находки. Итак, здесь имеется 3 типа домов в зависимости от периода, возможно, в зависимости от благосостояния жителей. Вот этот вот домик Наф-Нафа, или как там его, в общем, самый такой ненадежный, это вот самый старый. Дальше идет домик Ниф-Нифа, или, в общем, посерьезнее, а вот там вот видите, вот такие вот, как у хоббитов, это вот самые поздние, самые крутые считаются. Вот в этом домике вообще нет дверей, то есть отверстия, потолок низкий, туда же я забираться туда не буду, потому что слишком низко, но вот так вот они и жили, причем жили тут по 4-6 человек, как нам объяснили. Вот давайте сейчас оператор покажет. Вот тут вот смотрите, как все тесно, низко и очень как-то тут неуютно. Не хотел бы я в таком доме жить. Так, вот следующий домик, он уже с дверью, и я сейчас попробую туда забраться вовнутрь. Он уже как-то попросторнее, там вот люди побогаче жили. Ну, видите, можно встать даже в полный рост. В принципе, здесь можно кровати поставить какие-то, турничок поставить здесь и подтягиваться. Круто. И дверь есть, хорошо. Так, ну и вот этот домик для хоббитов. Ну, он считается более надежный во время всяких снегопадов, наводнений, тайфунов и так далее. Но вот этот большой дом, как нам объясняли, это не жилой дом, это вот какое-то публичное заведение. Там вроде как, почему он стоит на сваях. Гид нам говорит, что там просто хранили что-то, овощи, всякие там, свеклу, картофель, да, которого здесь не было тогда. Как холодильник его использовали. Ну, мы-то люди любознательные, спросили, а может все-таки это от наводнений? Говорит, да, от наводнений. Так, как холодильник или от наводнений? Ну, ответа мы не получили, но вы делаете выводы сами. Там хранится хворост, какие-то веники и больше ничего. Ну, вроде как склад, хотя слишком хорошее здание для склада. Может, там кто-то и жил на самом деле, кто его знает, как оно было, да? Тут есть некоторые постройки, в которых законсервированы части раскопок. Вот тут есть объяснение.
про это все дело, и вы можете зайти внутрь, хотя очень снаружи не очевидно, и кажется, что это просто техническое здание, но на самом деле вы можете спуститься и пройти через него, что-то там посмотреть. Мы сейчас этим и займемся. Ну вот, собственно, тут вот какие-то горшочки, какая-то керамика, остатки остались. Тут очень как бы сыро в этом здании, почему-то должна быть сырость, а не сухость. Ну и, конечно же, самая интересная часть этого археологического места — это вот это вот замечательное здание из колонн, сделанных из стволов каштанов, а может быть конских каштанов, я, честно говоря, не помню, но не суть. Для чего было использовано вот это вот трехэтажное, может быть двухэтажное, но тем не менее высокое достаточно сооружение, никто не знает. По крайней мере, ответа мы четкого не получили. Кто-то говорит, что эта вышка была использована как наблюдательная вышка, и тут наблюдали за кем-то, а за кем они это могли наблюдать, непонятно. Я сомневаюсь, что это была вышка именно наблюдательная. Говорят, что, может быть, это использовалось в религиозных каких-то церемониях, то есть священники забирались наверх и что-то вещали пастве. А может быть, что-то правители, что-то там объясняли жителям, как им надо жить дальше. Ну, либо просто это была как концертная сцена, и оттуда устраивались песни, пляски. Никто не знает, но тем не менее здание интересное такое вот. И, кстати, как известно, березы в Израиле не растут, а конские каштаны необходимого диаметра в Японии тоже уже не растут. Поэтому вот эти деревья, конкретно вот эти стволы, были привезены из Краснодарского края. Но, тем не менее, даже они не настолько большие, как они должны были быть. И вот здесь вот показано, какой диаметр был у оригинальных деревьев. Вот можно видеть в масштабе. Люди стоят, и тут очень метровая была, метровая. Люди подошли, нам сейчас будут мешать, поэтому мы пойдем в следующее здание. Вот видите это здание, да? Туда тоже можно зайти, да. Хотя кажется, ну что это такое, все проржавлено. Ну, собственно, вот это законсервированное помещение. Ну, тут реально такие прям огромные деревья. Ага, ну, а вот здесь остатки, собственно, оригинальных стволов окаменелых. Ну, а это длинное здание, длиной более 30 метров, говорят, использовалось в качестве мэрии, какого-то общественного собрания. Там собирались люди и решали вопросы, когда нельзя было их решать на улице. Ну, здесь вот уже в те времена были сделаны пандусы для людей, кто не может подниматься по лестницам. Здесь все воняет гарью от сжженных деревьев. Я не знаю, их специально обожгли для создания антуража, или тут был пожар непреднамеренный. Ну, а вот здесь вокруг кострища как раз, видимо, сидели их вожди, примерно как я, и что-то вещали, обсуждали вопросы, как же будет жить эта деревня дальше. И, пожалуй, заключительное здание экспозиции на улице, которое можно сейчас посмотреть, это какой-то южная канава, траншея, по которой можно пройти и посмотреть, как оно там все было. Ну вот эти вот, то, что можно здесь посмотреть. Вот это вот траншейка. Ну и, собственно, после экспозиции вы можете зайти в музей, в котором здесь есть всякие красивые фигурки детишек, взрослых, представлены некоторые экспонаты, окаменелости тут. В общем, интересное место, тут определенно стоит сюда тоже зайти. Судя по экспонатам, уже тогда люди умели расслабляться, отдыхать, быть в моменте и наслаждаться окружающей природой. Посмотрите, какое у него умиротворенное лицо, да, молодой человек, прямо вот он доволен жизнью. И после экспозиции, после музея вы можете спуститься в подвальный этаж. Здесь у нас вот горшочки приготовленные, окаменелые стволы деревьев, как раз тех древних каштанов, из которых было все построено. И вот здесь сегодняшнее число, фото статуэтки самой, может быть, не самой знаменитой. Вы можете написать, специально для вас приготовлены маркеры, можете написать все, что хотите, пожелания, впечатления. Вот я зайду сюда, и вот теперь будет очень здорово. Видите, как все? Можете все оставить след в истории. В общем, замечательно. Видите, как тут люди хорошие написали что-то здесь. Поэтому прочитайте, вдохновитесь, и я думаю, что у вас все будет хорошо после этого. Итак, друзья, мы посетили это замечательное археологическое место. Рекомендую вам тоже сюда приехать, тем более, что оно находится рядом с художественным музеем города Аомори. Если вы оказались здесь или окажетесь здесь, то обязательно приезжайте сюда, посмотрите на замечательные древние сооружения, посетите музей, можете покушать даже мороженое, ну и проведите время в таком зеленом месте. На этом я с вами не прощаюсь, я говорю до свидания и до скорых встреч в Аомори.
я думаю, что я ничего не думаю, пойдем к следующему месту. Пляски, ну, пляски, допустим, пляски. Я не буду показывать это.